Вяжем верхние лапки, начинаем с белой пряжи. Делаем кольцо амигуруми. В кольцо провязываем 6 столбиков. Теперь надо ухитриться и туго завязать, чтобы ворс не мешал. Так, прокладываю ниточку. И следующий второй ряд вяжем столбик без накида, прибавка, провязываем 3 раза. Столбик. Раз, два, в одну петлю. Столбик. Раз, два, прибавка. Столбик. И прибавка. Ряд у нас окончен. Следующий ряд, третий. Вот в кругу у нас получилось 9 столбиков, 9 петель. И нам нужно провязать с 3 по 7 ряд, 5 рядов, по 9 столбиков. Получается вот такой вот пальчик. И таких пальчиков нужно связать 3 штуки. То есть обрезать ниточку, и вот чтобы 3 было. Это тут у меня 4-й. То есть когда вы свяжете 3 вот этих вот пальчика, и в 4-й пальчик нить не отстригаем уже, а продолжаем вязать, собирая пальчики в ладошку. Это у нас получается 8-й ряд, и продолжаю вязать 3 столбика. Раз, два, 3. Провязала. Теперь втаскиваю одну петлю и со следующего пальчика, то есть нам нужно убавку сделать с 2 пальчиков, со следующего также вытаскиваю петелечку. Вот у меня получилось на крючке 3, и провязываю 3 петли, видите, и провязываю одним столбиком. Дальше по второму пальчику вяжу раз, два, 3. Снова вытягиваю петельку, беру следующий пальчик, вытягиваю петелечку из него и провязываю одной петлей. Теперь по этому в 3-му уже пальцу надо провязать 7 столбиков без накида. И надо сделать убавку сразу с 2 пальцев. Одна здесь петля остается, я вытягиваю из этого пальчика петлю, из этого вытянула и провязываю одной петлей. Провязала. Теперь здесь следующий пальчик, 2 столбика. Раз, два. Снова делаю убавку. Вытащила одну петлю. Из этого, смотрю, вытащила вторую петлю и провязала одной. Получается, между пальчиками мы делаем убавку. И здесь до конца ряда у меня 4 петли, я провязываю 4 столбика. Раз, два, 3 и 4. Вот эти 3 пальчика собрала в гирлянду. Теперь следующий ряд у нас 9 и 10. В кругу здесь 23 петли получилось. Вот 9 и 10 ряд мы провязываем по 23 столбика без накида, просто вяжем по кругу. До этого ряда верхние лапки, левая и правая, вяжутся одинаково. То есть вот провязываете с первый мы считаем от этого пальца, да, от которого начали. С 1 по 10 ряд мы вяжем обе лапки одинаково. Теперь, значит, провязываем 11 ряд, будет уже отличаться. 11 вяжем
5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь берем 4-й пальчик. Нужно соединить пальчик вместе с ладошкой. Значит, я беру изнутри крючок. И провязываем 5 столбиков вместе с ладонью. И дальше до конца ряда вяжем без изменений. У нас должно здесь получиться 13 столбиков без накида. 12 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь нужно сделать убавку. Делаем убавку 1 петля от ладони, а 2 петля от пальчика. Вытащили 1 петелечку, вытащили 2 петелечку, вот их 3, и провязываем 1 петлей. И дальше до конца ряда провязываем 15 столбиков без накида. То есть мы провязываем, получается, так, 1, 2, 3 по пальчику и 12 до конца ряда по ладони, по кисти. Теперь нужно с 13 по 15 ряд, 3 ряда получается, провязать по 20 столбиков без накида, без изменений по кругу. 16 ряд. Вяжем столбик без накида. Теперь нам нужно провязать убавка столбик без накида 3 раза. Убавка столбик 1, убавка столбик 2, убавка столбик 3 и 10 столбиков без накида до конца ряда. Получилась вот такая вот кисть. Теперь я сделаю воздушную петелечку, вытащу немного нитки, обрежу. Так, вот у меня получилась правая ручка. Так, вы помните, да? Для левой ручки я уже тут приготовила. Для левой ручки 11 ряд. Вяжем 1 столбик. Теперь вместе с пальчиком провязываем 5 столбиков. Ввожу вовнутрь пальчика. И провязываю вместе с ладонью пальчик. 1, 2, 3. 4 и 5. 5. И до конца ряда провязать 17 столбиков без накида. 12 ряд. Провязываем 4 столбика, то есть 1 у нас получается от ладони, остальные у нас идут по пальчику. 1 был, 2, 3, 4. Теперь делаем убавку. 1 петля от пальчика, 1 петля от ладони. Провязали. И до конца ряда провязываем 15 столбиков без накида. В кругу получилось 20 петель. Нужно провязать с 13 по 15 ряд 3 ряда по 20 петель без изменений по кругу. 16 ряд. Столбик без накида. Теперь нам нужно провязать убавка столбик без накида 3 раза. Вяжем убавка 1,
убавка, второй столбик, убавка, третий столбик. И до конца ряда провязываем 10 столбиков без накида и ниточку отстригаем. Вот такие вот лопуськи 2 получились. И дальше вяжем лапу одинаково как для правой, так и для левой. Нам нужно поменять ниточку. И теперь мы будем, чтобы был более пушистее наш зверек, будем вязать не на лицо, а на изнанку. То есть будем не набирать не вот так вот, как бы на лицо продолжали, а будем набирать по изнаночной стороне. С какой стороны набирать, вообще не принципиально. Ну, в смысле, с какой петли от хвостика. Все равно ввожу вовнутрь крючок, вывожу, первая петля я фиксирую, я ее считать не буду потом, хвост на себя, и по кругу провязать 17 столбиков без накида. Прокладываю маркировочную ниточку, и 18 ряд надо провязать 3 столбика без накида, прибавка, повторить 4 раза. Вяжем. Раз, два, три. Первая прибавка. Раз, два, три. Вторая прибавка. Раз, два, три. Третья прибавочка. Раз, два, три. Четвертая прибавка. И вот остался у нас одна петелечка осталась, мы ее просто провязываем столбиком без накида. Опять маркировочная нить. И у нас получилось 21 столбик, 21 петля по кругу. Нужно провязать еще 8 рядов с 19 по 26, просто по кругу 21 столбик без накида. И ниточку обрезать, на этом лапка будет готова. 26 ряд провязала, ниточку длинную оставила для пришивания. И также провязала с 17 по 26 серой пряжей вторую лапочку. Вот такие вот они получились. Итак, нижние лапки мы начинаем вязать с пальчиков. Вяжем по кругу в кольцо амигуруми, начинаем с белой пряжи, провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем петелечку, прокладываем маркировочную ниточку. И следующий ряд нам нужно сделать 6 прибавок, то есть в каждую петлю нужно провязать по 2 столбика без накида. У нас получится 12. Это у нас провязанный второй ряд. В третьем ряду мы будем делать прибавки через одну, то есть провязываем столбик без накида, прибавка, и так повторяем до конца ряда 6 раз. В кругу у нас получится 18 петель. Теперь нужно провязать 4 и 5 ряд по 18 столбиков без накида, без изменений. Просто вяжем 2 ряда, 18 столбиков без накида. Следующий 6 ряд мы провязываем 1 столбик, 2 вместе петли, и так мы продолжаем вязать столбик 2 вместе до конца ряда. 7 ряд нужно провязать по кругу 12 петель. В 6 у нас были убавки, теперь мы просто провязываем по кругу 12.
И вот нам нужно связать, сейчас я вам скажу. В общем, это получается у нас крайний пальчик. Так, вот связать этот пальчик вот так и обрезать ниточку. Связать еще такой же один пальчик, но уже провязать 7 и 8 ряд по 12 петель. То есть получается еще раз, вот здесь вот мы заканчиваем на 7 ряду. Мы обрежем, у нас получится вот такой вот пальчик. Следующий пальчик, средний, мы провязываем на один ряд больше. То есть мы провязываем еще один ряд, 8 по 12 петель. И потом нам нужно эти пальчики сложить. То есть получается этот пальчик такой же, как этот, а этот пальчик на один ряд длиннее. Так как я уже провязала, я вам не буду показывать. Теперь буду показывать, как собрать в стопу пальчики. Вяжем по этому пальчику, продолжаем вязание. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь берем тот пальчик, вот, который у нас был подлиннее. Будем соединять. Прихватываем петлю из этого пальчика и прихватываем петлю из этого пальчика. То есть делаем такую убавку. У нас на крючке 3 петли и соединяем одной петлей, провязываем их. Теперь дальше вяжем уже по среднему пальцу 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Надо присоединить следующий пальчик. Вытягиваем петлю из пальчика, из этого, и вытягиваем петелечку из этого. Снова у нас вот 3 на крючке, провязываем одним, провязали. И дальше по этому пальчику продолжаем вязание. 10 столбиков без накида. 1, 10. Снова надо сделать убавку, соединяя вот эти вот пальцы. Вытаскиваем одну петелечку. Здесь главное не провязать уже провязанную. Вот здесь у меня получается, она уже будет за хвостом. Так, вот она. Вытягиваю. Снова вот на крючке у меня 3. Провязываю одним разом. Продолжаю вязать 4. 1, 2, 3, 4. Снова надо сделать убавку. Вытягиваю эту петелечку, смотрю, где у меня. Вот она здесь свободная. Вот у меня 3, провязываю одной. И здесь у меня должно остаться 5 петель, если я все сделала верно. 1, 2, 3, 4, 5. Такой интересный у нас круг замкнулся. Хвосты туда вовнутрь убрать, чтобы не мешали. Следующий ряд вяжем. 9 ряд получается. 9 ряд вот от этого пальца я считаю, где маркер у меня. Провязываем 2 столбика. 1, 2. Делаем 2 убавки. 1, 2 вместе. 2, 2 вместе. Дальше вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Снова вяжем 2 убавки. 1, 2 вместе.
2 2 вместе. Продолжаем. 5 столбиков. 2 убавки. 1 2 вместе. 2 2 вместе. 3 столбика. 1 2 3. 2 убавки. 1 2 вместе. 2 2 вместе. И заканчиваем 3 столбиками. 1 2 3. Ряд окончен. Теперь провязываем 12 столбиков без накида. Провязали. Делаем воздушную петлю, поворот. И провязываем в эту сторону 12 столбиков без накида и в обратную сторону 12 столбиков без накида. Перед, значит, провязали 12, воздушная петля перед поворотом, и еще раз 12 уже в эту сторону. Встречаемся здесь через 2 ряда. Провязала 2 ряда, воздушная петля, поворот. Делаем убавка. 8 столбиков, убавка. Воздушная петля, поворот. Снова убавка. 6 столбиков. И убавка. Этот вот маркер, он не нужен, мы его перетаскиваем сюда, он нам здесь теперь понадобится. Собрать вот эту часть нужно теперь в круг. Вот по этому скосу, вот который сейчас 12 рядов мы провязывали, а потом с убавочками, нужно провязать 4 столбика без накида. Вот здесь вот у нас 12 петель. Мы их просто провязываем, находим, где в провязанную, смотрите, уже петлю не нужно. Провязываем 12 раз. Снова здесь вот по этому скосу, нужно набрать, поднять 4 столбика, провязать. 1 2 3 4. И вот где у нас петелечки до конца ряда, вот они здесь, их видно, косичку эту, провязываем 8 столбиков. 1. В круг замкнули маркировочную ниточку. Теперь нужно провязать 3 столбика. 1 2 3. Сделать убавку, 2 вместе петли провязать. Провязываем дальше 10 столбиков. 10. Снова делаем убавку. И до конца ряда у нас 11 петель. Мы их просто провязываем. Провязали. Воздушную петельку делаем. И ниточку подлиннее и отстригаем. Вот такая вот лапень получается. Теперь нужно будет поменять пряжу на основную. Так, как мы это делаем? Это мы вязали на лицо. Теперь мы будем вязать на изнанку. Изнанка лучше начесывается, помните, да? Поэтому вот от хвостика воздушную вот это вот я не считаю, конечно, за которое фиксирует все вот это вязание. Мы отсчитываем 7 вправо, 7 петель. 1 2 3 4 5 6 7. Вот она, 7-я, и я буду вязать с нее. Но вязать будем
на изнаночной стороне. То есть сейчас мы будем вязать вот так. 7-ю от хвоста по изнаночной стороне. С обратной стороны получается. Крючок ввожу изнутри работы. Меняю пряжу. Первая петелечка, я ее считать потом не буду. И начинаю вязать. Начиная с нее же. 3 столбика. 1, 2, 3. Вот так вот распушу пряжу. Стараюсь вот эти вот ворсинки не затягивать вовнутрь, чтобы они у меня вот на лице вот так оставались. Делаю убавку. Провязываю 8 столбиков. Делаю убавку и провязываю до конца ряда 11 столбиков. Ряд закончился. Ниточка, выручалка. Так, следующий ряд. Провязываем 21 столбик по кругу. Провязала. И вот у меня 3 петли здесь. Нужно провязать 3 петли вместе. И у нас в кругу получилось 22 петли. Теперь нужно провязать 14 рядов с 19 по 32 ряд. По 22 петли просто по кругу. 14 рядов провязаны. И вот если посмотреть на маркировочную нить, видно, как убежала. Нужно сделать так, чтобы вот было посередине пятки, следующий ряд начинался. Поэтому я делаю 2 дополнительных столбика без накида. Провязала. От маркера еще 2. И вот до этих пор лапочки вяжутся одинаково. Вот у меня связаны 2 лапки, они вяжутся одинаково. Но теперь для одной лапки мы вяжем поворотными рядами. Воздушная петля, это 33 ряд. Воздушная петля, поворот. И провязываем, маркер уже не понадобится. Провязываем 11 столбиков. Воздушная петля, поворот, убавка. Семь столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 5 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот. Снова ряд начинается с убавки. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. Этот маркер здесь не нужен, а нужен он мне уже здесь. Теперь нужно провязать по кругу то, что мы вязали. 4 петли по скосу. 1, 2, 3, 4, 11 по вот этой вот косичке. До скосу дошли. Снова вяжем 4 по скосу. 1, 2, 3, 4 и 5 петелечек по вот этой косичке. Все, эту лапку мы связали. Вставляем ниточку подлиннее для пришивания. Другую лапку точно так же провязала 14 петель по 22 столбика. Сделала также
2 петли провязала. И вот теперь, если мы тут делали воздушная петля и поворот было, то теперь мы так не делаем. Теперь мы провязываем по прямой, без поворота, провязываем 11 столбиков. 10, 11, воздушная петля, поворот, убавка, 7 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, снова убавка, 5 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, убавка, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка, ставим маркер, 4 по скосу, 11 по косичке, 4 по скосу, 1, 2, 3, 4 и до конца ряда 5 по косичке, 1, 2, 3, 4, 5. Ниточку тоже делаем подлиннее, отстригаем. Вот такие вот у нас нижние лапочки готовы.